Друзья, всем привет! Ну что, сегодня опять мега практическое видео. Сегодня мы разбираемся, каким образом мы векторизуем документы, в которых содержатся тексты, картинки, графики. Тема RAG — это тема, которая поднимается регулярно на нашем канале, и сегодня мы делаем следующую итерацию, углубляемся в эту тематику. Но прежде чем мы пойдем так глубоко, обязательно подпишись, поставь лайк, оставь комментарий, буду очень благодарен. Погнали! К концу этого видео мы построим автоматизацию, в которой будем загружать наши файлы через Telegram-бота, извлекать тексты из этих файлов, извлекать картинки из этих файлов, пытаться анализировать эти картинки и делать таким образом, чтобы вся векторизация сохранялась в нашу базу данных. В самом конце проверим, каким образом это работает с помощью агента. Как всегда, эта автоматизация в самом конце видео будет выгружена отсюда и загружена в мой бесплатный телеграм-канал, ссылка на него будет в описании. Давайте немного поговорим про теорию. Тема RAG — это тема, которую мы касались много-много раз, но каждый раз, когда мы про нее говорили, мы работали в основном с текстовыми файлами или с Excel, с какими-то табличными формами. Но чаще всего, когда мы говорим про какие-то реальные документы, эти документы содержат не только текст, а они содержат также в себе таблицы, также содержат в себе картинки, какие-то графики. И очень частый вопрос, который можно встретить в комментариях под такими видео, каким образом с этим работать? Возможно ли завекторизовать еще и картинки таким образом, чтобы можно было искать данные еще и по этим элементам? Когда мы работаем с классическими документами, мы обычно извлекаем текст, образуем из него чанки, векторизуем эти чанки по отдельности. Но каков концепт работы с документами, в которых содержатся другие элементы? Ключ подхода состоит в том, что мы не должны пытаться векторизовать такие документы как единый объект. Сначала, как и раньше, мы извлекаем тексты, после этого мы извлекаем все картинки, после этого мы извлекаем все графики, что чаще всего есть частный случай картинок. После того, как эти картинки извлечены, мы сохраняем их отдельно, передаем специализированную нейронку для анализа изображения. Анализ изображения возвращает нам описание этого изображения. И после этого весь текст, который есть в этом документе, и описательная часть изображений помещаются в векторную базу данных, из которой мы уже впоследствии можем читать как тексты, так и описание картинок. Естественно, мы должны позаботиться о том, чтобы в этой базе данных наши картинки и чанки с текстом были каким-то образом обобщены. В этом видео мы сделаем это на основе названия самого документа. Ну что, давайте уже приступать к автоматизации. Открываем новый проект в N8N. Давайте придумаем какой-то способ, с помощью которого мы помещаем файлы в N8N. Вариантов масса. Я придумал способ, я буду просто через Telegram-бота закидывать файлы, PDF-ки, да. Я сделаю себе триггер через Telegram on Message, добавлю себе креденшалы, да. Если вы не знаете, как добавлять креденшалы, посмотрите самое первое видео, это делается просто. И после этого добавлю сразу же ноду также из Telegram, которая называется getFile, getAFile. Это нода, которая позволяет по ID-шке документа скачивать его бинарник. Давайте сразу проведем первичный тест, запустим эту ноду и закинем какой-то файл PDF. Тут у меня есть какой-то максимально странный отчетик, да, но главное, что тут есть графики, есть какие-то данные. Давайте пробуем, закидываем сюда файл, отправляем и смотрим, что у нас прилетело. Да, отлично, у нас прилетел наш файл, мы это видим, сразу хватаем и видим, что в нем есть файл ID. Это значит, что следующая нода, да, если мы ее подключим, то на вход этой ноде мы сможем закинуть как раз файл ID, и мы уже помним, да, что по файл ID мы можем скачивать сами бинарники. Отлично, вот у нас скачался бинарник, мы его можем себе открыть. Вот тот же самый файл, который мы только что закинули к нам в Telegram-канал. Отлично. После этого, как мы уже обсудили, нам нужно разделить контент этого файла на несколько частей. Да? То есть мы точно знаем, что в нем есть текст, мы точно знаем, что в нем есть какая-то картинка, какой-то график. Каким образом мы достаем тексты из таких файлов? В N8N есть нода, которая называется extract. Да, extract from file. И здесь, вернее, это набор нод, в котором есть прямо на различные случаи жизни различные ноды. Да. Вот мы сейчас точно хотим воспользоваться нодой extract from PDF. Да. Мы так вот сюда и ее закидываем. Это значит, что как только мы попробуем, в принципе, она настроена по умолчанию уже правильно. Как только мы попробуем ее выполнить, смотрите, у нас, если мы переключимся на JSON, видим, что вот он, весь текст из бинарника наш извлекся. Это прекрасно. Но, естественно, если мы посмотрим внимательнее, мы увидим, что никаких картинок тут нету. А мы точно знаем, что в файле они были. Каким образом мы поступаем в таких случаях? Я вам предлагаю воспользоваться специализированным сервисом. Сервис называется Convert API. Я сам постоянно им пользуюсь. У него есть различные API на различные случаи жизни. И здесь есть мега важный один API, который мы сейчас с вами вместе посмотрим. Вы здесь логинитесь. Здесь есть бесплатный юзаж какой-то, да, то есть не пугайтесь этого. Логинитесь сюда.
переходите в ваш дашборд, и здесь есть прямо выбор, из чего, куда мы хотим конвертить, да. Мы хотим из PDF, и здесь есть прямо отдельная функция, которая называется извлечение картинок, да. И смотрите, он нам подбирает некоторый API endpoint, который называется Extract PDF Images. Это именно тот endpoint, который поможет как раз извлечь все картинки из PDF-ки. И мы сейчас попробуем это сделать. Смотрите, здесь уже есть код сниппет, curl, да. Мы, опять же, мы забираем весь этот код сниппет, возвращаемся к нам в автоматизацию, да, и добавляем сюда HTTP-ноду. И здесь нажимаем import from нода, вернее, import from curl. Смотрите, он уже проставил все нужные нам поля, включая даже, вот он только что ликнул сам мой API-ключ. Вот, а все остальное здесь проставлено. Единственное, что нужно написать, откуда мы ожидаем данные для этого endpoint. Сам предыдущая нода нам вернула объект бинарник, да, дата, мы сюда прописываем дата, и в принципе, так как он даже сюда проставил наш API-ключ, мы готовы работать. Если он вам не проставил API-ключ авторизации, да, вы идете сюда, вы идете в свой дашборд, нажимаете аутентификация, и вы здесь видите ваши тестовые ключи, ваши продакшн ключи, и потом уже с этим ключом проставляете свою авторизацию. Слушайте, ну давайте попробуем. Нажимаем execute. Смотрите, нам очень-очень быстро вернулись какие-то результаты. Смотрите, это массив, в котором содержится сразу 1, 2, 3, 4, 5 элементов. То есть мы ожидаем, что он извлек 5 картинок и даже предоставил нам URL на эти картинки. Давайте попробуем открыть какую-то рандомную картинку. Так, смотрите, что-то быстренько у нас скачалось. Открываем. То есть этот сервис извлек максимально точно именно картинку конкретную, да, последовательность картинок, которая содержится в нашем текстовом документе. Ну, это прекрасно. Что мы делаем дальше? Теперь мы хотим массив из 5 элементов превратить в 5 элементов, чтобы поштучно их обработать. Каким образом это делается? Ищем ноду, которая называется splitout, подсоединяем ее сюда и смотрим, по каким полям мы хотим сплитовать. Да, это будет массив files для того, чтобы он как раз нам отдал 5 элементов или сколько там будет файлов. Давайте сразу ее провернем. Да, смотрите, он нам отдал 5 элементов. Прекрасно, то есть у нас сейчас есть 5 картинок. Теперь каждую картинку мы можем захотеть проанализировать. Каким образом мы это делаем, опять же, да, открываем OpenAI. Так, и смотрим, какие здесь есть ноды. И здесь есть нода, которая называется аналитика картинок. Вы должны понимать, что, в принципе, анализирование картинок уже есть в большинстве нейронок. Подбирайте себе нейронку, которая, например, вам нравится, как анализирует картинки. У нас уже подключен OpenAI, и мы точно знаем, что прекрасно работает с URL, да, со ссылками. То есть мы можем взять и отдать сюда нашу ссылку любой картинки, да, и попросить его, здесь прямо уже промпт прописан, что на этой картинке. Смотрите, я для этого эксперимента, давайте сразу еще модель выберем, какую-нибудь не очень большую для эксперимента, 4O mini. Смотрите, я для этого видео, да, оставлю простое описание, что на этой картинке. Вы должны понимать, что для ваших кейсов, например, если вы знаете, что ваши картинки какие-то специфические, вы здесь можете прямо прописывать, что вы ожидаете от него, какие конкретные нюансы, на что нужно обратить внимание. Например, если это какой-то график, да, вы можете сказать, обязательно указывая название осей, обязательно указывая, на какие периоды разбиты эти графики. То есть вот что-то такое, чтобы он прямо обращал внимание и пытался понять это по картинке. Если вы оставите промпт как есть, как я сейчас оставлю, он вам обобщенное описание выдаст, что чаще всего тоже работает нормально. Ну, давайте пробовать. Мы с вами помним, да, что на вход-то мы подаем 5 элементов. Это значит, что сейчас сама процедура прокрутится 5 раз, да, совершенно вот в таком образе. Так, отдаем это нейронке, ждем какое-то время. Смотрите, и нам вернулось 5 элементов. То есть я промпт писал на английском, да, что на этой картинке, поэтому он мне выдал описание на английском. Вы укажите, что вам важно, например, на русском, хотя для RAG мы знаем, это не особо важно, да, но если вам важна читаемость самостоятельно, смотрите, он пишет, что там, допустим, картинка номер 2, да, тот самый график, содержит график динамика выручки и прибыли, представлены финансовые данные по нескольким месяцам, то есть голубой график, линия, да, это выручка, миллионы в рублях, да, и все остальное, смотрите, довольно подробно описывает, да. Подробность, опять же, вы корректируете с помощью промпта. Если вас устраивает, оставляйте так. Но нам важен факт, что мы только что получили, по сути, 2 блока текста из этого файла, да. То есть первый текст — это сам текст, который содержится в файле.
Второй блок — это сами описания всех картинок, которые мы нашли в этом файле. А ведь мы знаем, да, что с текстом мы уже умеем разбираться и векторизовать его прекрасно. Что мы делаем дальше? Дальше я хочу сагрегировать, да, все, что нам отдала нейронка, ведь мы ей отдавали 5 элементов, и она нам выдала 5 элементов. А для векторизации мы сейчас прямо возьмем, мы знаем, что предыдущая нода отдает все, да, в поле content. Соответственно, если мы сейчас попросим сгруппировать, да, все эти ноды, мы видим, что теперь у нас единый текст, да, отлично. Теперь мы знаем, что все описания всех картинок, которые есть, у нас теперь это единый текст, и мы можем попытаться уже подходить поближе к векторизации. Только давайте еще раз вернемся к нашей предыдущей ноде extract from file. Мы помним, что она нам отдает также весь текст, да, только уже в поле текст. Мы сейчас сделаем небольшой лайфхак. Если мы знаем, что тут у нас на выходе было поле content, давайте здесь добавим еще одну ноду переименования, да, мы можем использовать для этого ноду edit fields. Мы ее сейчас поместим поближе к extract fields, вернее, к extract from file. И здесь мы точно знаем, что все, что нам прилетает из текста, да, мы вот прямо накидываем в нее и скажем, что назови это content. Это значит, что у нас что из этой ноды, да, потом выйдет контент, но уже с текстом из PDF-ки, что из этой ноды выйдет контент, да, только с описаниями всех картинок. Так, и давайте сделаем гранд-тест и посмотрим, каким образом это все отрабатывает. Смотрите, в какой последовательности. Да, он прошел сначала сюда, да, вернее, сначала извлек текст, потом пошел извлекать картинки, анализировать все картинки. Нам важно посмотреть, что мы в итоге имеем на выходе этого workflow. Так, на выходе из этого workflow, смотрите, у нас то самое описание всех картинок, да, которое нам нужно. А здесь мы имеем весь текст, который мы также хотим завекторизовать. Так, прекрасно. Каким образом мы векторизуем, да? Мы опять же с вами делали это массу раз. Давайте добавим ноду для векторизации, да, из Supabase. Это будет нода Supabase Vector Store, в которой мы, смотрите, сделаем такое. Мы заведем сюда и текст, и описание картинок. Дальше мы разберемся, почему это мы делаем так. Что мы прописываем внутри? Мы создаем таблицу в Supabase, да, векторную таблицу. Опять же, если вы ни разу их не создавали, посмотрите предыдущее видео. Мы уже много раз работали с Supabase и создавали для них таблицы. Прописываем нашу таблицу Documents YT. Вот я только что создал, да, Documents YT. Мы видим, что она совершенно пустая, ничего в ней нет. И дальше нам нужно добавить Data Loader сюда. Добавляем Data Loader. Смотрите, здесь будет специфическое описание. Что мы хотим? Мы точно знаем, что из предыдущей ноды, да, что из этой ноды мы получаем контент, что из этой ноды мы получаем контент. Это значит, что в даталоудере мы можем просто прописать JSON content. Вне зависимости от того, это текст, да, который пришел из нашей первой ноды, либо это описание картинок, мы должны его после этого смочь векторизовать. Каким образом мы сохраняем единство картинок и текстов, которые мы векторизуем? Мы добавляем метаданные. Нажимаем здесь кнопочку Property, добавляем метаданные и здесь прописываем, что мы хотим сохранять file name. Откуда мы берем file name? Так как у нас в самом начале, да, в самой первой ноде Telegram Trigger уже содержится file name, то есть вот он, да, document file name. Не нужно нам ничего выдумывать, мы просто эту ноду закидываем в value, и таким образом мы из Telegram еще и прокинем при векторизации каждого чанка этой информации сам file name. Нам еще останется прокинуть сюда текст-сплиттер какой-то. Давайте прокинем рекурсивный. Chunk size 1000, пускай останется 1000. Но это не особо сейчас принципиально. Ну и модель для эмбеддингов, так как у нас уже подключен OpenAI, давайте ее использовать. Text embeddings 3 small. Ну что, получается, нам нужно сделать гранд-тест и уже посмотреть, каким образом это все векторизуется. Запускаем. Смотрим, каким образом это работает. У нас уже первая прошла векторизация самого текста этого документа, да. И сейчас также workflow ожидает конца анализа изображений, потом агрегации их и потом векторизации всего текста, который мы получим из OpenAI. Смотрите, да, проходит наша векторизация. И идем в нашу Supabase. Смотрите, у нас уже появилось сразу несколько строчек. Сам текст, который мы векторизовали, вот у нас был разбит на 3 целых чанка. А потом посмотрите, каждая картинка, да, описание этой картинки векторизовано отдельно. И самое важное, в метаданных сохранено название файла, из которых были забраны эти картинки. Таким образом, мы можем организовывать некоторую общность, да, то есть мы всегда можем отследить, из какого файла пришел и текст, и описание этих картинок.
Теперь самое интересное, давайте попробуем спросить нашего агента что-то на основе этих данных. Я прям с помощью копипаста из нашего предыдущего видео забираю агента, потому что они не отличаются от видео к видео. Единственное, здесь я прям прописываю, что мы забираем данные из таблицы Documents YT, включая метаданные. А все остальное остается примерно таким же. Давайте попробуем открыть чат и спросить: посмотри по графикам, что с нашей выручкой. И теперь мы видим, что он уже обратился в векторную базу знаний и формирует свой ответ. Согласно последним данным, выручка компании в июле 2025 года 5,2 миллионов рублей, что на 3% больше. Вот интересные детали. Себестоимость продукции составила 3,1 миллион. Хотя выручка растет, чистая прибыль остается на уровне 900 тысяч рублей. Все эти данные он взял с графиков. То есть вы понимаете, что это совершенно другой качественный уровень анализа ваших данных. И таким образом вы можете векторизовать ваши документы, включая все изображения и графики. Смотрите, отдельной темой, она более сложная остается. А как векторизовать, например, документы, которые были отсканены, или что делать с таблицами внутри документов? Это более техническая штука, там нужно морочиться больше. Есть специальные сервисы для распознавания, хорошего распознавания таких документов. Вот эту автоматизацию мы делали в нашей про-группе, и там будет усложненная версия этой автоматизации, где мы даже запоминаем конкретные места, где были картинки, оставляем их в тексте для того, чтобы потом можно было проследить все причинно-следственные связи. Ну и, конечно, мы там еще смотрим, каким образом мы работаем с таблицами, которые встречаются в документах, и даже превращаем их в маркдауны, то есть в настоящие таблицы, чтобы потом нейронка их читала, например, построчно, а не как единый массив текста. Поэтому, если вам такое интересно, обязательно в про-группе это посмотрите. А сейчас же мы выяснили, каким образом за 10-20 минут построить вашу автоматизацию, которая аккуратным образом извлекает данные из ваших PDF и картинки из ваших PDF и векторизует их для вашего последующего анализа. Всем спасибо за просмотр и хорошего дня.